Я из города Липецк, меня зовут Катя. Ты пробудилась, верно? Я проснулась. Расскажи, пожалуйста, как это произошло? Но это процесс не одномоментный. Я занимаюсь практикой уже 4 года у Геннадия Гивина в команде. И последние полгода происходило очень много опытов, изменений, восприятия. И в один прекрасный момент я проснулась утром и поняла, что все, теперь я точно все поняла. Это ни с чем не спутать. Скажи, а как ты к этому подошла? Расскажи свою историю. Самое основное, что меня подтолкнуло вообще заняться практикой, это неудовлетворение моим внутренним состоянием. Мне было скучно, и были депрессии, и была пустота, которую я пыталась разнообразить и улучшить как-то, скорректировать различными внешними факторами, путешествиями, развлечениями, мероприятиями, сменой места жительств, работ, компаний, все что угодно, каких-то покупок. Но это не приносило мне длительного, постоянного, стойкого счастья. Наоборот, это все заканчивалось очень быстро. Это эйфория от какой-то новизны. И снова возвращалась опять эта пустота, скука, вот эти состояния. Вплоть до суицидальных состояний. Алкоголь уже не помогал. И тогда я поняла, что надо что-то кардинально менять, пока не поздно, потому что я чувствовала, что меня подталкивает изнутри как-то что-то поменять, и поменять очень кардинально. Не просто сменить место жительства или работу. Я не знала, что еще, но вышла на информацию, каких-то личностный рост, семинары, саморазвитие, духовное развитие и так далее, и так далее. Ну и в эту тему погрузилась. В дальнейшем тема тоже себя исчерпала, потому что образовался опять какой-то лимит снова, то есть не давала ощущения именно полноценного и постоянного счастья, комфорта внутреннего, покоя. Ну, я подошла к практике уже с Геннадием, вот на курс пришла 4 года назад, и решила, что буду двигаться именно направленно, вот точечно, то есть вот в этой школе до конца, почувствовав, что есть знания, да, как это сделать, как свою жизнь сделать счастливой и перманентно, свое состояние улучшить. Расскажи о своем состоянии сейчас. Что изменилось? Изменилось кардинально. Придя в практику, я уже начала сразу испытывать различные опыты знакомства с настоящим моментом, со своей природой внутренней, вообще с жизнью. Она стала объемной, красивой. Много труда пришлось сделать. В итоге, как изменилось все, состояние покоя, оно базовое, оно всегда со мной. Состояние радости, беспричинной и безусловной такой радости, как в детстве. Это же состояние ребенка. Постоянно новизна. Я постоянно в этой жизни, в простых вещах вижу новые грани. Она раскрывается в каждом моменте. То, что я не замечала раньше, это есть, но я просто этого не замечала. Насколько она
изобильна, насколько она богата, разнообразна ощущениями. И не нужно искать причины для того, чтобы эти ощущения получать. Они внутри. И вот именно это состояние, такое самодостаточное внутреннее состояние, когда внутри все уже есть, ничего больше не надо, вот это у меня случилось. И оно длится, и мне это очень приятно, это мягко сказано, как приятно. А можешь побольше рассказать о самом моменте просыпания, как это произошло? Это было в мгновение или как-то размазано? Как? У меня это было длительно. Я поняла, что где-то в течение полугода я подходила к этому моменту. Меня то закидывало туда, то снова я погружалась в мысли, в переживания, беспокойство, отсутствие вот этого вот покоя, да, и отсутствие радости, просто простой радости. Где-то полгода вот был такой процесс, такие качели или как-то так, такое перемалывание, как в стиральной машине, что-то такое похожее в барабане крутилось. И потом вдруг вот раз и все. И как бы какой-то такой шаг такой, или как скачок такой, хоп, и все, и уже по-другому все. С одной стороны, вроде бы резко, но в то же время это не резко, потому что я пронаблюдала этот процесс, это окружение, да, в барабане. Скажи, а с какими трудностями перед пробуждением ты столкнулась? Да, трудностей было много. 4 года в практике я шла к пробуждению, к этому настоящему моменту, чтобы жить в нем. И это, конечно, эго, с которым приходилось бороться не на жизнь, а на смерть. Постоянно сопротивление тому, что происходит со мной, реакциям окружающих, событиям, урокам, которые жизнь дает. То есть вообще всей жизни просто сопротивление. Вот это сопротивление, с которым очень трудно жить вообще. И я понимала, что мне очень трудно с ним жить. Вот я четко ощущала это сопротивление, я понимала, что мне трудно с ним жить. И я занималась, потому что методика позволяла все ослабить это сопротивление, и все чаще бывать, просто жить, без сопротивления жизни. Просто жить, просто двигаться с ней в едином потоке, просто реагировать на нее в таком согласии, соглашаться с тем, что она дает, и соглашаться на все, что она преподносит, с радостью принимать это. Вот. А так это, конечно, борьба с эго. И у нас работа командная, и команда позволяла высветить очень много граней эго разных. И зеркало. Команда — это зеркало. В каждом человеке это были множество ситуаций, когда непринятие другого человека в команде. И я вижу это непринятие, я понимаю, что это во мне, это моя работа, я с ней работаю. Я накрываю это любовью, я убираю это сопротивление и открываю все больше жизни в виде другого человека, в виде ситуации, которая у нас сложилась. Да? В команде просто это убыстряется процесс, поэтому много вот этой работы в единицу времени, насыщенность такой работы происходит. В жизни она как-то не так на единицу времени приходится много событий таких. А в команде это очень быстро, очень концентрированно вот эта работа происходит. Ты проснулась, а что с эго стало? Его теперь нет? Оно есть, оно присутствует, но я отдельно, а оно отдельно. То есть я вижу его работу, я вижу, как оно функционирует, появляются мысли, переживания даже, беспокойство, эмоции, реакции, планирования различные.
Ну, все, нам всем знакомо, да, как он работает, кто вот уже коснулся этих вещей. Но оно не вовлекает меня в это. Я вижу, что это происходит, и все. И это нормально. Пусть происходит. Мне от этого не становится никак вообще. Я отдельно, а оно отдельно. Я не реагирую на это. Я живу своей жизнью, у меня своя радость, свой покой. И я вижу, как бывают ситуации, когда возникает переживание, и я наблюдаю это переживание, и оно очень быстро растворяется, и его опять нет. То есть остается только вот эта вот осознанность и в ней находиться. А на самом деле все остальное — это такая иллюзия. Оно появилось и исчезло, так же, как появилось. Откуда пришло, туда и ушло. Ничего не меняется от этого. И от этого очень сильное освобождение и облегчение, потому что я не кручу одну и ту же мысль несколько дней, или какую-то обиду на человека длительно, или еще какое-то переживание, или беспокойство, которое меня мучает там целый год, например, или что-то еще. Это же мучение, это страдание. Но сейчас этого нет. Все очень просто, легче намного. Так тогда куда ты идешь? Есть ли развитие дальше? Я доверяю учителю, который говорит, что с этого только все начинается. Я не знаю, что дальше, но предполагаю, что с этого действительно только все начинается. Потому что до этого жизнь... Я только начинаю познавать жизнь. До этого я ее не познавала, и я просто пыталась бороться с ней. А сейчас я с ней познакомилась хотя бы. Познакомилась с жизнью, что она такая вот красивая, наполненная вся. Удивительная, прекрасная, чудесная. Наконец-то можно жить. Но я думаю, что это только начало. Ну и как бы чувствуется, что теперь хочется жить именно. Вот, жить. Дальше жить. А чего тебе хочется? Что с желаниями? Желаний... Ну, они появляются, желания. Но как-то их так мало. Я даже заметила, что у меня так много было желаний различных, и которые меня, постоянно теребили. То есть давай что-то сделаем, давай что-то сделаем. А потом я заметила, что просто их нет. Почему? Потому что желание возникает из-за того, что мне хочется что-то изменить в настоящем моменте. Меня что-то не устраивает. Мне нужно сделать лучше. Вот я хочу что-то обрести или куда-то поехать, например, или там как-то еще, да, что-то получить. Но когда я в настоящем моменте, ничего изменять мне не нужно. Мне и так прекрасно. И отсюда вот это вот отпадание желаний. Отношение к людям окружающим изменилось? Да, очень изменилось. Очень сильное принятие любого человека с любым его поведением и его установками, и оправдание человека. Потому что есть понимание принципов, как все функционирует. Например, было непринятие людей, которые выпивают алкоголь, там, пьяниц. А сейчас я просто понимаю, почему они это делают. Они не могут попасть в настоящий момент. И алкоголь или какие-то еще вещи дают им это ощущение хотя бы кратковременно. И в силу того, что они просто не знают, как иначе, они это делают. И это приводит уже к более серьезным последствиям. Я понимаю, что все в жизни нашей есть поиск настоящего момента. И если отвечать на предыдущий вопрос, то, по-моему, Бог — это и есть настоящий момент. Что-то в этом роде. Скажи, у тебя есть дети? И если да, изменилось ли что-то во взаимоотношениях с ними? Да, у меня есть ребенок. Ему 3 года, он еще маленький. В взаимоотношениях как таковое... обычные взаимоотношения матери и ребенка, на самом деле, да.
Просто мое, опять же, восприятие его поменялось тоже, потому что я стала очень спокойно принимать и понимать, что единственное, что я могу для него, вернее, единственное, что мне нужно делать, это заниматься собой, воспитывать себя и поменьше вмешиваться в его жизнь, в его путь, в его желания, привычки и не подгонять его под свои стереотипы, установки. То есть какое-то такое очень спокойное отношение. У меня прошли все беспокойства по поводу него, его будущего или его сейчас, настоящего. Я очень спокойна по поводу его судьбы и так далее. Меня это не беспокоит. Просто ровное, хорошее отношение, такое, очень сильная любовь. Единственное, что я ему могу дарить, это любовь. А все остальное какая-то ерунда. Ну, конечно, мы развиваемся, мы ходим. Просто очень хочется вместе время проводить с ним. Вот у меня это тоже появилось. То есть не так, чтобы он куда-то отдельно отставить его, да, а самой заниматься там. Мне хочется, чтобы это вместе было много, да. У меня вообще появилась очень сильная тяга к детям. Мне очень хочется с ними рядом быть. И это настолько... Я когда вижу ребенка, я так хочу с ним повзаимодействовать. Для меня это самое прекрасное, потому что у нас сейчас похожее состояние очень. И я с ними как вот на одной волне. И для меня дети — это... Я тоже ребенок. Вот так у меня с ними. Поэтому не вижу разницы. Ребенок, взрослый. Вот, это взаимодействие очень приятное такое. Скажи, а в жизни, кроме твоего состояния, изменилось что-то после просыпания? Да, у меня очень такой фактор — это мои родственники, моя мама. Я заметила, как у нас в доме очень много поменялось после этого. Вообще атмосфера в доме стала очень дружелюбной, такой, вообще очень мягкой. И я заметила, что ко мне они более расположены, так вот как-то меня, может, слышать в чем-то. Не в том, что я говорю, я могу молчать просто, да, просто как-то меня понимать больше. Вот что-то такое появилось. И вообще в доме появилось какое-то блаженство и какой-то покой. И это стало заметно всем. Это очень приятный бонус такой. Сейчас многие люди ищут, смотрят видео в интернете, сатсанги и прочее. Может, ты им что-нибудь посоветовала бы, как они могут начать действовать, как они могут достичь этого? Здесь только практика. Смотреть опыт другого человека — это бессмысленно, по сути. Можно посмотреть, но от этого ничего не изменится. Вы просто будете знать, что кто-то проснулся. Но здесь только практика, здесь самому нужно идти и это делать. Это только практический ход. Других вариантов здесь вообще нет. И у каждого свой опыт. Он абсолютно индивидуален. Вообще нет похожих. Ничего в мире нет похожего. Нет похожих даже снежиночек. Отпечатков пальцев нет похожих. У нас все очень индивидуально. И каждый получит свой опыт. Он будет свой, личный, не похожий ни на что. Чужой опыт нельзя на себя примерить. И нельзя, посмотрев сатсанг, сказать, что я проснулся, потому что я это услышал. Нет, это только внутренний труд, во-первых, потому что это труд, это преодоление эго. А эго может принимать любые формы, и я проснулся тоже. Поэтому тут надо конкретно двигаться практически. В одиночку это сделать можно? Я думаю, что это так трудно, что граничить с невозможным. То есть не каждый человек вообще на такое подпишется. Бороться с эго в одиночку, даже не бороться, вообще его увидеть в одиночку невозможно. Есть вещи, когда мы увидим что-то, а есть, которые мы не видим. И надо, наверное, прожить огромную жизнь, длинную, чтобы увидеть многие грани эго. Но это очень много времени. Да? Пока жизнь через ситуации проведет и покажет через ситуации вот эти
мои сопротивления тому, что происходит, это очень трудно. Это делается в команде очень быстро. Как раз концентрированность работы с эго, она только в команде, только в группе. Поэтому это разумный и целесообразный вариант. Это хороший инструмент. Команда — это самый лучший инструмент для преодоления эго, для этой работы. Многие говорят, что после пробуждения что-то там со сном интересненькое. У тебя как с этим? Ну да, я ощущаю во сне присутствие такое же, как и днем, вот в бодрствовании. Периодически, ну, когда у нас курсы проходят, бывают, что мне трудно, там идут сны, сновидения. В этот момент я очень плохо отдыхаю во сне. Да? А так вообще сон очень, ну, такое ощущение, что вот я легла и встала сразу. Времени нету как-то. Легла и встала. На самом деле прошла ночь. И такое просто присутствие во сне. Хороший отдых какой-то такой. Понятие любви у тебя изменилось? У меня что-то вообще это понятие отсутствует. Ну, она, я не знаю, как сказать. Любовь — это такое вообще естественное состояние человека. Это естественное состояние человека, это такое желание делиться самым лучшим с другим человеком. Вот это любовь. Да, вот так. Может, хочешь что-нибудь добавить от себя для тех, кто ищет, и для тех, кто уже проснулся, но один? Надо объединяться. Все только начинается.